Мне очень хотелось бы знать в 20 лет, что не все конфликты разрешаемы. Мир существует изнутри наружу, а не снаружи внутрь. Есть некая дверь, которую я открою, а там... Миллионы. Кто-то по-любому знает, как правильно. Почему ты всегда знаешь, как правильно? Я была свидетелем Иеговы, я была буддистом, я занималась цигун, я медитировала. Это проблема, когда в конце месяца звонит финансист и говорит: Леша, нам не хватает 15 тысяч долларов. Хорошая новость заключается в том, что всегда случится что-нибудь хорошее. Пи***ц притягивает пи***ц, а успех притягивает успех. Все, что ты не успел в 20, ты можешь успеть в 30. Ну, разве что, если это не роль Джульетты. Значит, я хочу напомнить условия, о которых мы договорились. Давай. Вот, мы договорились написать каждый несколько вещей, которые он бы хотел знать в 20. И как у тебя вообще легко дались эти вещи? Да? Ну, несколько раз мне хотелось вздернуться, и несколько раз я себя жалела. Ну, пережила бурный спектр эмоций. Но было интересно вообще как-то посмотреть на себя. И знаешь еще, что мне понравилось в самом процессе? То, что мы договорились написать, какие вещи я хотел бы знать в 20. То есть это мне помогло выключить синдром мессии, знаешь, и говорить с поколением. А я попыталась, все-таки, не попыталась, а сделала. Все-таки это для себя. И, может быть, мой опыт будет интересен. Я синдром мессии не выключал. И даже такую задачу не ставил перед собой. Ну, отлично. Единственное, что я, конечно, когда писал и вообще размышлял, вспоминал какие-то свои 20, я вдруг осознал, что мне сейчас 32, и я не помню времени, к которому я бы хотел вернуться. Знаешь, а вот было. Ну вот, и я здесь себе поставил такую галочку «молодец», потому что когда тебя не тянет назад все еще, значит, все пока еще идет в развитие, знаешь, все становится только лучше. Да, очень мне это понятно. Поэтому я со шпаргалкой, я так понимаю, это из телефона? Я записала. Несмотря на то, что я аналоговая девочка, я все-таки... Какая девочка? Аналоговая. Ну, я люблю бумажечки, все люблю записывать от руки. Хорошо. Я думаю, дамы вперед. Да, я начну. Да, поэтому давай начинай. Хорошо. С пункта номер 1. Итак, первая мысль, которую я хотела бы знать в свои 20 лет, звучит так. Никто не знает, как правильно. Что я имею в виду? Я, конечно, не отрицаю, что есть скрипты, методички, прописанные процессы производственные, создание чего-то, есть рецепты блюд и так далее. Но на самом деле никто не знает, как правильно жить. Никто не знает, как правильно воспитывать детей, как правильно вести быт, как строить отношения. И вот я в свои 20 была в иллюзии, знаешь, я очень хотела научиться на чужих ошибках. И казалось, что я молода, и кто-то по-любому знает, как правильно. Плюс для меня тогда слово «правильно» вообще в принципе имело значение. Это уже, конечно, другой пункт. Но если перестать об этом думать, точнее, когда ты перестаешь думать о том, как правильно, пока ты смотришь на других, на тебя всегда смотрят другие точно так же. И пока ты ориентируешься на кого-то, и главное, ищешь правильный ответ в чьих-то словах и в чьих-то методичках, не будет возможности как-то начать свой путь. И я помню, что я была свидетелем Иеговы, я была буддистом, я занималась цигун, я медитировала, я ходила в православную церковь. То есть мне хотелось найти какой-то правильный путь. И никто не знает, как правильно, говорю себе я. Но у меня с этим тезисом один единственный вопрос есть. Вот по опыту работы и общения
Со мной? Да, у меня есть только один вопрос. Ты говоришь, что ты бы хотела в 20 знать, что никто не знает, как правильно. Тогда вопрос такой, почему ты всегда знаешь, как правильно? Ну, потому что мне уже не 20, Алексей. Теперь я знаю, что я знаю, как правильно. Я ждала от тебя этот вопрос. Человек, который просто Да, для меня очень всегда тяжело. знает, как правильно, считает, что никто не знает. Ну, просто мне очень тяжело быть неправой, я очень хочу сделать правильно, но мое спасение от этого дракона или моя борьба с ним, это то, что я хотя бы не повторяюсь за кем-то, и я пытаюсь какое-то свое правильно найти, и я, вот этот котел, он замкнут во мне, ну, во мне самой, то есть я для себя определяю, как мне правильно, ну, например, строить свои отношения там, с мужчинами, с друзьями, с партнерами, с детьми, как мне воспитывать детей. Я могу много кого слушать, но я знаю, как правильно для меня. Да, это, конечно, может вызывать Так никто не знает, как правильно, или никто не знает, как правильно для тебя? Ну, это уже софистика. Да, никто не знает, как правильно для тебя, конечно. Да, просто мое Софистика – мой любимый жанр. Да. Никто не знает, да, конечно, никто не знает, как правильно для тебя. Вот, просто звучит для меня. Ну, я это озвучиваю вот так. Окей. Короче, было бы круто Принимается. понять это раньше. Твоя очередь. Да, я буду сложным. Значит, у меня есть первое и, наверное, вообще, в принципе, самое важное, что я бы хотел бы знать. Когда я узнал, а потом понял, как это происходит, мне стало намного легче жить, в принципе. И отсылаясь к этому знанию достаточно часто, я так или иначе там решаю огромное количество внутренних проблем. И история это про ручку. Так, какая из них? Да, значит, я специально взял реквизит, Так. потому что я это называю правило ручки. И суть его в следующем. Вот что это для тебя? Это ручка, это пишущий предмет, это твой, не знаю, помощник. Ну, я пытаюсь угадать. Ну, некий это инструмент, твой... да, которым ты пишешь. А что это для собаки? Палка. Палка, игрушка. Там еще Игрушка, что-то. да. Но ручка, вне зависимости от того, что она для тебя или для собаки, остается ручкой. Так. Соответственно, ты называешь это инструментом, собака называет это палкой, от этого оно не меняется. Так вот, смысл в том, что мир существует изнутри наружу, а не снаружи внутрь. То есть, я объясню. Где ручка, снаружи или внутри? Это Объясняй, да. ты изнутри называешь это ручкой как пишущим инструментом. Собака называет это палочкой. Дети называют это копьем. И тогда она меняется. Но по сути это не ручка тебе говорит, что она пишущий инструмент. Соответственно, в большинстве случаев человек не совсем верно мыслит, когда думает, что любое изменение внешних обстоятельств изменит его. Поэтому, почему каждый раз я попадаю в такие ситуации? Потому что ситуации меняются, ты нет, а мир существует изнутри наружу. Если привести пример, у меня недавно был диалог с коллегой, которая говорила, что в рамках ее работы она не раскрывается как в рамках там, каких-то заданных компетенций. Например, там, креативщик. Так. Вот она говорит, я на своей работе не могу быть креативной. Я хочу изменить работу, чтобы развиваться как креативщик. И я рассказывал ей это правило, правило ручки, о том, что если изнутри наружу в данных обстоятельствах ты не существуешь как креативщик, то изменения внешних обстоятельств, они не изменят внутренне. Потому что креативным можно быть, когда ты яичницу готовишь. Конечно. И вот в рамках всего происходящего в вашей жизни это правило работает с одним исключением. Как только в это не включаются другие люди. То есть, например, когда ты говоришь, в моем мире изнутри наружу существует человек, с которым у меня прекрасные отношения. Но как только появляется второй человек, его мир тоже существует изнутри наружу, а не твой на него.
Соответственно, если два не встречаются мира, и они не одинаковые, соответственно, там никакие отношения не сложатся или еще что-то. Но в большинстве рабочих вопросов, в большинстве отношений к жизни, к собственному развитию или чего-то еще, каждый раз, когда я смотрю и думаю, вот, эта ситуация ужасна, я не могу в ней развиваться, потом думаю, подожди, как ситуация может влиять на мое развитие? Я буду развиваться и в этой ситуации. Потому что есть правило ручки о том, что мир существует изнутри наружу и никогда наоборот. А как ты смотришь на то, что чтобы в рамках каких-то отношений, например, в рамках коллектива или в рамках семьи, назвать ручку, ну, например, там, копьем? Ложкой. Да. Но если все Ручку принимают ложкой. правила игры и все начинают так работать, что ручка — это ложка, тогда почему нет? Так и строится коллектив на самом деле. Ну, вот я так и думаю, что... Когда есть некий лидер, который говорит, ребята, с этого момента мы считаем ручку копьем. И все с ним соглашаются. Но если кто-то с этой идеологией не соглашается, ну, тогда общий мир не сложится. Интересно. Да, есть мой прекрасный любимый фильм, который называется «Легенда». Да, где главный герой говорил слово «интересно», когда ни черта не понимал. Итак, моя очередь. Мне очень хотелось бы знать в 20 лет, что не все конфликты разрешаемы. Я с недавних пор, не так давно я это поняла. И не только поняла, но и это, ну, как-то я осознала, приняла, и эта мысль, она очень облегчила мне жизнь некоторое время назад. Что на самом деле не все отношения стоит сохранять. Не все конфликты стоит разрешать. И мне вот долгое время казалось правильным, возвращаясь к первому пункту, казалось правильным, что, ну вот если есть конфликт, ты должен сделать, как хороший человек, ты должен сделать все возможное для того, чтобы конфликт был разрешен, правильно? Для того, чтобы помириться или чтобы сохранить отношения. И в принципе, особенно если конфликт есть с человеком близким или с человеком, которого ты не можешь избежать. Ну, не знаю, это может быть любая степень близости, но которого ты не можешь просто вычеркнуть из своей жизни. Но сейчас я абсолютно убеждена, что да, часть взрослой жизни – это понимание, что, возможно, будут случаться конфликты, которые никогда нельзя будет разрешить, никогда нельзя будет избежать. И это просто что-то, с чем придется жить, и это нормально. Вот это мое открытие недавних лет. Это нормально, когда такая ситуация происходит. Иногда даже вот принятие мысли, что, слушай, вот этот узел есть в моей жизни, я абсолютно точно знаю, что я не могу его развязать сейчас и, возможно, не смогу никогда. И вот это принятие, что, возможно, я никогда не смогу решить этот конфликт, может быть, это уже само по себе и есть его решение. Да, его решение. Правда? Просто купируется. Да. Ну, здесь есть очень важный момент в том, что бездействие – это тоже действие. Что есть конфликты и есть ситуации, в которых бездействовать – это прекрасное действие. Они сами по себе сгорят. Ничего Да, страшного. просто это не слабость. Знаешь, в юности, ну, когда ты помоложе, кажется, что, ну, если ты, например, ушел от ну, ты, типа, не доказал, или, ну, что ты, как тряпка, да, например, вот, ну, и ты, может быть, или, например, что ты не дал шанс там человеку. А сейчас иногда, например, что-то вспоминая или вообще теоретизируя, да, допустим, ты не дал, ну, и да, ну, ты не дал шанс, окей, ты имеешь на это право, ты имеешь право не простить. Ты имеешь право не попросить прощения, в принципе, ну просто имея это право и признавая это право за другими. Такой сюрприз. Ну, у меня тоже, как и у многих мальчишек, был комплекс, этот синдром победителя, что из любого конфликта нужно выиграть, нужно еще что-то, пока я в продолжение твоего же тезиса не добавлю, что ты — это твой оппонент. Ух ты, что Да. ты имеешь в виду?
Ну вот если глупый человек тебя задевает глупо, и у тебя вот, я же умный, быстрый, классный, я Да. сейчас его быстренько Поставлю на место. на место поставлю, победю. Это просто в момент, когда ты начинаешь конфликт с человеком таким, ты становишься таким же, как он. Да, поняла. Ты — это твой оппонент. Потому с кем ты воюешь, то есть если ты воюешь там, ставишь себе вот драконом, да, вызовом своим врагом главным называешь, например, чтобы там, не знаю, найти лекарство от коронавируса. Это большой дракон, и ты большой. Даже если у тебя не получится, ты все равно большой. Но если ты пытаешься все свое время решать какие-то бытовые конфликты с людьми, задачей которых является конфликтовать, а таких на самом деле очень много, им Да, просто да. тупо скучно, вот, то тогда да. Я здесь согласен, что абсолютно не все конфликты должны быть разрешены, и не все отношения должны быть сохранены. Ну, давай теперь ты. У Свой меня, ход. у меня длинная история будет. Ее нужно объяснить. Значит, я не знаю, о чем мечтают в детстве другие люди. Я не буду говорить, что я как-то отличаюсь от всех, но я очень четко помню, что с момента, как я в принципе помню и осознаю себя, я мечтал стать бизнесменом. Ничего себе. Да, я еще у меня отец всегда смотрел эти сериалы про ментов, и все так смотрели, значит, на эти улицы разбитых фонарей, на прекрасных борцов с несправедливостью какой-то. А я в этот момент смотрел на роли второго плана, там были такие бизнесмены в красных костюмах. И я прям думал, господи, как я вот вырасту, я обязательно стану бизнесменом. Но если быть предельно откровенным, то даже не бизнесменом. Я называл это в своей голове по-другому. Я называл это «я вырасту и стану миллионером». Это вот важное для меня было слово. Значит, я шел там со школы, у меня был такой Sony Ericsson Walkman, оранжевый такой телефон, самый модный тогда, наверное, со звуком. Ты Или что, не со был школы. мажор? Нет, я был далеко не мажор. Да, ну, самый модный, мне так казалось. Значит, я слушал музыку в плеере, и у меня там играл Серега, который пел про $1 миллион в США, и жизнь будет хороша, ну, и вот всю вот эту историю. Я прям об этом очень мечтал. И когда я, собственно, вместо первого курса пошел работать на наемную работу, я продержался чуть меньше года. Потому что у меня вот была мечта стать бизнесменом, миллионером назвать себя. Я себе представлял это как-то, ну что вот у этих людей, вот этих неких бизнесменов-миллионеров, у них вообще другая жизнь. То есть что есть некая дверь, которую я открою, а там... Миллионы. Нет, это не важно, не вопрос денег, понимаешь, вопрос какой-то другой жизни, где мама не говорит, что нет денег, поэтому этого нельзя купить, где шикарные дома, машины, и самое даже важное не какие-то... У меня упал телефон. Я уже не как-то- миллионер, смотри. Мы как-то слишком быстро перешли к концу моей истории, мы продолжим. Значит, и там другие вопросы решаются, понимаешь? Там люди по-другому разговаривают. У них нет этих бытовых вещей. И вот я стал предпринимателем. Я не очень люблю этот длинный, сложный рассказ про все сложности предпринимательства. Но у меня практически всю мою вот жизнь становления как предпринимателя была одна проблема. Это проблема, когда в конце месяца звонит финансист и говорит: Леша, нам не хватает $15 000. Притом цифра, она где-то вот варьируется. И у меня появились разные бизнесы, и в каждом всегда где-то был вот этот вот... То есть я на самом деле за период своего становления как бизнесмена стал суперпрофессиональным одалживателем денег. Мне было стыдно, ужасно, как-то еще, но я знал свою цель, да, большой бизнесмен-миллионер. И вот через 9-10 лет
вот этого всего пути, можно сказать, с большой натяжкой случается некое событие, которое позволяет мне сказать, что я пришел, значит, К своей детской мечте, да? да. Вот я прям, как бы мне там говорят, дружище, все прошло удачно, все хорошо, мы все сделали, поздравляем, все радуются, я, значит, выхожу и такой, наконец-то, значит, я сейчас все случится. Да. Ну, во-первых, не случилось ничего. Это было большим разочарованием. Потому что когда ты уже приходишь к каким-то, какой-то границе своего успеха, которую ты проходишь, настолько привыкаешь к какому-то движению, экшену. А во-вторых, буквально через неделю от момента вот этого вот прекрасного события Нет. мне позвонили. Нет, я догадываюсь. Нет, я не хочу. Да, мне, этого значит, знать. позвонили и говорят: Лёш, тут такая проблема. У нас не хватает. И назвали уже не 15, а назвали сильно больше. Я положил трубку и думаю: Господи, ну я в этом профессионал, в конце концов. Что для меня найти Так эти вот к чему я шел несчастные на самом деньжищи, деле, да? Да. И вот я бы в 20 хотел знать одну очень важную вещь, которую я называю спиралью развития. Я ее сейчас нарисую. Выглядит это следующим образом. Это некая спиральная такая кривая, которая разделена по центру. С левой стороны у нас витки опыта, а с правой стороны витки успеха. И когда ты начинаешь двигаться, ты проходишь виток опыта изначально. Развиваешься, тебе сложно, трудно, и доходишь до некого витка успеха, где ты получаешь бонусы за свои усилия. Получаешь эти бонусы, получаешь, и обязательно доходишь до нового витка опыта. И тут сумма недостачи увеличивается, да? Да. В этом случае. Проходя этот виток, ты снова переходишь на новый виток успеха. Но новый виток успеха всегда закончится задницей под названием «новый, более масштабный опыт». И только таким образом человек развивается и двигается наверх. Если человек не пережил некий опыт, не сделал из него выводов, он будет перечитывать его много раз, он не дойдет до успеха, пока не поймет, что в этом опыте он должен был сделать. Поэтому очень много упрямых людей, которые не хотят понимать, что же им сейчас тут пытаются объяснить ситуацию, они Почему ты на меня так смотришь? застреют просто на этом витке опыта и не получают своих заслуженных успехов. Но и те, кто зависают на одном заслуженном успехе, боятся перейти и снова какое-то там поражение, получить новый опыт, испытать. Они просто не развиваются, они колбасятся в рамках своей маленькой победки. Затирают, да? Вот здесь Да, вот место. и уже это никому не интересно. Они не понимают, ну почему, ну я же король, я же в чем-то тут победил. Ну да, актеры одной роли. Просто не надо, как бы в 20 я ждал, что вот сейчас произойдет какой-то сверхнадрыв, и бум, и все. И прекрасно, все радостно. Нет, за любым витком успеха идет виток сложного опыта. Но здесь очень важно помнить, что за каждым сложным опытом в том числе идет и виток успеха. Знаешь, Вот что так. сейчас мне это напомнило? Я подумала, вот почему люди, которые выигрывают в лотерею какой-нибудь там $1 триллион, да, становятся нищими, когда у тебя нет опыта, а когда ты пропускаешь вот эту стадию, да, когда ты просыпаешься внезапно. Ну, Да. наверное, поэтому вот у меня Ну, эту аналогию там еще вызвала. немножко все по-другому, потому что так, это тема другого разговора. Но если говорить о этой системе, когда человека просто подбрасывают очень высоко, да, лотерея, случайный случай. Он хватается за какой-то очень высокий виток опыта, но так как он не прошел все остальные, он просто с него же и падает вниз. Да. Вот, соответственно, ну, я не знаю. Слушай, а чем бы тебе помогло это знание в твои 20? Я бы более размеренно распределял энергию и менее болезненно реагировал бы на неудачи. Ты понимаешь, я когда-то писал об этом, жизненная математика, она очень простая.
если говорить это с точки зрения математики подавать, в том, что за девяткой всегда идет 0. То есть, если ты не становишься нолем, то есть за девяткой идет 10, 0, за 19 снова 0, за 29 снова 0. Если ты не становишься нолем постоянно, ты не развиваешься. Я бы не очаровывался. Я бы знал, что это процесс, и нужно получать удовольствие от процессов, а не ожидать какого-то некого результата, за которым что-то произойдет. Который все изменит. Да. Да, вот это тоже такое, я тоже думала об этом ожидании своем юношеском, что есть какой-то результат, который якобы все изменит. Когда, например, я вот сейчас там, получу эту работу, которую там, я очень хотела, и там было там на $1000 больше зарплата, и я думаю, наконец теперь точно все изменится. Или когда там выходишь замуж и думаешь, ну теперь-то точно все изменится. Или рождение ребенка, и ты думаешь, все. Ну... Стой. Вот здесь забегая наперед, просто учитывая то, что ты только что сказала, здесь очень классно третий пункт, что бы я хотела знать в 20, действует. Вот про, ты говоришь, все изменится после какой-то некого события. Вот я бы очень хотел знать в 20, что будущее это не новое, а постоянное. Объясни. Объясню. И успех, и некое все хорошее, что бы ты хотел, это не что-то новое тебе нужно делать, как все начинают новую жизнь с понедельника, а что-то постоянно нужно делать. Поняла. То есть я даже здесь пометку сделал, да, что нужно не начинать новую жизнь с понедельника, а повторять новую жизнь с каждого понедельника. Какая отличная мысль. Для 20-летнего меня была бы здесь, раздражающей. Во-первых, нужно учитывать, что все новое никогда не работает. Во-вторых, все почему-то ждут, что вот так, сейчас я сделаю одно сверхусилие, и все станет по-другому. Не надо сверхусилий. Нужно, по-другому это дисциплина. То есть нужно просто постоянно повторять, потому что будущее это постоянное повторение, а не новое и сверхъестественное. Вот такая у меня третья мысль. Какая неприятная мысль. Крепись. Неприятная, да. И я хочу ее продолжить, знаешь, чем? Про дисциплину. Один из пунктов, одну из мыслей я хотела сформулировать, вот знаешь, я искала слово, в которое бы можно было все мои мытарства, все мои страдания, все мои переживания по поводу моей внешности, здоровья, веса, морщин, вот этого, знаешь, всего физического, чтобы спорта, можно было вместить в одно слово и так, чтобы в 20 оно было как-то понятно, знаешь. И я нашла это слово. Это слово «организм». И я бы очень хотела в 20 лет знать и понимать, или задумываться начать хотя бы над тем, что я — это целостный организм, и воспринимать себя так. И под словом «организм» я имею в виду комплекс физических, духовных своих качеств там, и всяких характеристик. Потому что весь мой жизненный опыт, и не только мой, говорит о том, что спорт это не работает, когда ты занимаешься им, чтобы похудеть. Спорт не для похудения. Психотерапевт не тогда, когда тебе срывает крышу, и ты в истерике. Или косметолог — это не ботокс, когда ты просто заморозил себе лицо. Это можно делать day-to-day и смотреть на себя. И здоровье — это, во-первых, никогда не рано, а во-вторых, здоровье — это не лечить себя. Просто ищи контакт с собой, со своим телом, со своим организмом. Вот сейчас, когда я уже чуть-чуть пожила, и я, например, могу ответить на вопрос себе. Я знаю, как я реагирую на ту или иную еду, на тот или иной спорт. Как я реагирую, как мой организм, мое тело реагирует на цикл. Я не шарахаюсь, когда я там плаксивая или когда я чувствую себя толстой, я сразу смотрю в календарь. На это ушли годы. И сейчас это очень сильно облегчает мне жизнь. А вот для меня 20-летний, вот тогда я смотрела на это, знаешь, вот так рывками. То есть мне казалось, что я старая и толстая, и нужно это делать кусками. И именно day-to-day, вот это вот ежедневные понедельники,
Ну, конечно. Так, а мысль в том, что в 20 нужно знать, что твое тело с тобой надолго? Да, да, учиться с ним договариваться. И контакт с телом, это сейчас немножко эзотерично, наверное, прозвучит, но я просто по-другому не могу сказать. И главное, что это ну, моя правда. Контакт со своим телом, понимание своего тела помогает держать контакт со всем своим, со всей своей личностью, с мыслью, со своими эмоциями. Потому что организм, мы — это нечто, ну, нечто такое полифоническое. Вот такая у меня была скучная, наверное, для 20-летней. Но мне хотелось бы, конечно. Нет, она не скучная, она очень правдивая, просто практически нереальная к восприятию в 20. Да, ты думаешь. Хотя, кажется, не такая 20 слишком большая. быстро восстанавливается ресурс организма, и моральный, и ментальный, и какой угодно. И просто если ты, ну, тут все очень просто, если ты в 20 эту мысль не примешь, ты ее все равно примешь в 30. И от нее никуда не денешься, я повторяю, твое тело с тобой надолго, оно тебе все расскажет, либо тихонько, либо очень громко, это уже зависит от тебя. Да, тут ты прав, да, в 20 к нему нужно прислушиваться. Сейчас уже как бы ты сам для себя открытая книга, потому что у тебя чаще болит. В 20 оно шепчет, а сейчас оно уже орет. Да, тут ты прав, согласилась с тобой. Так, моя очередь. Такое, не про работу, не про личность, больше про отношения. Я, кстати, очень важный момент. Я в 30 хочу сказать, что я бы хотел знать это в 20, но у меня есть такое внутреннее ощущение, что к 40 я это пересмотрю. Я вот даже когда писал эту фразу, я был в ней не очень уверен, хотя считаю ее для 20-летних очень важной. Так. Значит, когда мы будем вместе, все изменится. Значит, вот мысль о том, что человек, который тебе нравится, и ты хочешь построить с ним отношения, и тебе что-то в нем не устраивает, например, он трудоголик. Вот когда мы будем вместе, это изменится, потому что мы будем вместе, мы будем дома смотреть фильмы. Вот именно эта мысль, это путь к несчастью и разочарованию. Как хорошо, что ты ее сказал. Я надеюсь, что 20-летние будут слушать тебя. Вот в 20 лет это нужно знать. Да. Во-первых, в 20 лет есть желание спасать, Ну и ты так еще думаешь. которое 20. тебе кажется, да. Во-вторых, есть мысль о том, что ты можешь изменить всю планету и, главное, всех людей. Вот. Но, как показывает мой опыт, меня, трудоголика, не смог изменить никто. Ну, то есть принимайте, вы когда выбираете партнера, да, нужно сразу думать, а я вот смогу это принять или я буду это менять. И если я вдруг не смогу этого принять, то здесь есть вопросы. Я бы еще добавила к твоей этой мысли, абсолютно согласна. И я бы еще добавила, что смотрите на отрицательные для вас, да, какие-то на недостатки. И знайте, что они усугубятся, и смотрите на достоинства, Да. и знайте, что они улучшатся или усугубятся тоже. Да. Вот в 20 я бы хотел это знать. Круто, я согласна с тобой абсолютно. Мне нечего здесь добавить. Ваш ход. Да, в 20 лет ты действительно так думаешь. Еще одна мысль, которую я хочу сообщить себе 20-летней. Хорошая новость заключается в том, что всегда случится что-нибудь хорошее. Это банально звучит, я понимаю. Я хочу это просто объяснить в контексте денег. Вот если бы я знала в 20, что всегда случится что-нибудь хорошее, я бы, например, не заработала себе нервный панкреатит и гипотонию тогда, когда мне грозило увольнение. То есть я подорвала свое здоровье, потому что я боялась остаться без денег. Я все время думала, то есть прокручивала самый худший сценарий. И я была, не то чтобы уверена, но я все время думала о том, что случится обязательно что-нибудь плохое. Но я перестала так думать, знаешь, после чего расскажу тебе любимую мою историю, после которой я напоминаю себе, что случится что-то хорошее всегда. Итак, у меня остается какая-то сумма денег, например, на 2 дня. А до зарплаты мне нужно прожить 5. И это происходит каждый месяц. То есть каждый месяц я
пытаюсь вот эти концы с концами как-то свести. И тут я помню, что это была пятница, и я иду в магазин, и я так устала вывозить, что я думаю, да пошло оно все. И я на последние свои деньги, на буквально последние, я очень хорошо помню, что я купила бутылку просека, 2 огурца и еще какую-то еду, ну типа там творожок, хлеб, что-то, потому что у меня дома был Ваня. Ему наверняка были огурцы и что-то еще. И все, и у меня не осталось денег вообще. И это была пятница, я пришла домой, и в субботу, значит, утром встаю и думаю, а зачем я так сделала вчера? Но с другой стороны, меня бы все равно не спасли эти деньги, Да. и я стою... И сын с сырочком, да? Да, с огурцом мне. Ну хорошо, хоть не с просека. Вот, и я стою утром, смотрю в окно, и я думаю, и у меня, знаешь, вот это состояние такое отчаяния, когда это не первый месяц, то есть их все время просто не хватает. И я вот, я очень устала переживать. И я думаю, ну, Господи, ну не может же такого быть, чтобы на вот этой большой земле, на большой планете, ну не хватило денег просто, чтобы я до зарплаты дожила там эти 3, 4, 5 дней. Ну не может же такого быть. Ну я не могу больше бояться. И пока я думаю эту драматичную мысль, я смотрю в окно, идет мой бывший тесть с каким-то мужчиной, незнакомым мне. И смотрю, что они идут ко мне. И они действительно идут ко мне. Это мой бывший тесть. К нему приехал друг из Москвы. И они пришли посмотреть, познакомиться с внуком, да, с Ваней. И мы выпили чаю, посидели, они минут 15, какие-то светские беседы повели. И они уходят, и этот друг из Москвы говорит: Вань, я, к сожалению, пришел с пустыми руками, я не успел купить подарок, поэтому достает он $100, дает их Ване и говорит: пожалуйста, пойди купи себе что-нибудь, и это будет тебе подарком от меня. А мой Ваня настолько был и сейчас, он равнодушен к деньгам, что он берет эти $100 и сразу отдает мне и говорит: мам, Купи себе просека и огурец. а я, знаешь, я вот пока он мне их протягивает, а я мысленно так: спасибо, Господи! То есть вот, ты услышал меня, вот это мгновенная карма. И я с тех пор, это была просто моментальная реакция, и я в тот момент ту историю очень хорошо помню. Мы, конечно, дотянули до зарплаты, и еще там каких-то $20 наверняка у меня осталось, но я с тех пор, ну, не то чтобы я знаю, что деньги упадут с неба, ну, я просто уверена, что я думаю, что всегда случится что-то хорошее, всегда что-нибудь случается. И даже если нет, такое тоже бывает, то меня не парализует страх. Потому что меня, 20-летнюю, страх отсутствия денег пугал намного больше, чем факт отсутствия денег. И вот это хотелось бы крикнуть себе туда. Не бойся, и ты будешь здоровее. Вот такая история. Круто. Круто? Мне нечего добавить. Скажи. Не, ну, всегда случается что-то хорошее. Да. На самом деле, человеку кажется, что ничего хорошего не случается, когда он сам ждет, что ничего хорошего не случится. Он фокусируется просто на... Всегда что-то хорошее. Всегда что-то происходит. Везде, во всем, всегда. Мир не останавливается на твоих проблемах. Да, это правда. Делать больше ничего. Да, это то, что я вот детям, например, своим рассказываю. Всегда во всей ситуации, вот то, что ты говоришь, всегда что-то хорошее случается, и тренирую их это находить. А что вот сейчас что-то ты упал, а что не, давай что-то хорошее. И вот к фразе «всегда случается что-то хорошее» последнее, что я бы там хотел рассказать себе 20-летнему, это то, что пиздец притягивает пиздец, а успех притягивает успех. Прекрасная мысль. Насколько бы она глубоко философски не звучала, но это абсолютная правда. И я докажу от обратного. Есть фраза, что талантливый человек талантлив во всем. А ну-ка. И если говорить в контексте там, моего предыдущего тезиса, то для того, чтобы цепь нехороших событий твоей жизни прервать, нужно начать создавать хорошее событие в сферах, в которых это делать проще всего. Любые успехи, минимальные. Наш мозг, он так работает, он не может быть
неудачником в работе и суперуспешным в спорте, например. Он, если в спорте успешен, он успешен и в работе. Он не разделяет. Для него все это одно времяпровождение. Я вот когда-то в один из так достаточно сложных периодов своей жизни сидел, смотрел ютубчик, и мне выскочил какой-то мотивационный тренер, спортсмен, который рассказал мне с экрана моего компьютера прекрасную историю, которую я запомнил. И очень жаль, что я этого раньше не понял. Он говорит: слушайте, ребята, если у вас проблемы на работе, вставайте в 5 утра и идите на пробежку. Я такой: чё? Говорит: ну вот смотрите, рассказываю. Вот вы приходите, значит, на работу, и там какой-то нехороший человек, который мешает вам делать свою работу, начинает вам хамить, там, давить на вас, и вы прогибаетесь, и вот вы уже неудачник. А теперь представим себе ситуацию, что вы встали в 5 утра и пошли на пробежку под дождь. Значит, вы в 5 утра, превозмогая себя, пробежались под холодным дождем, прибежали, там, приняли душ, пришли на работу, вы уже не спите 4 часа, и вот приходит там этот нехороший человек и говорит вам: ты такой-сякой, и ты думаешь: подожди. Когда ты сегодня утром в своей теплой постельке лежал, я в 5 утра под дождем бегал, и ты со мной так разговаривать не будешь. И вот с этого начинаются позитивные изменения. Поэтому, если вдруг там в любой сфере жизни у меня сейчас наступает это прекрасное матерное слово, я сразу думаю: так, что я быстрее всего могу исправить? Я могу навести порядок дома. Я могу заняться спортом или своим здоровьем. Мне нужны успехи срочно, потому что успех вот перетягивает успех. А если ты, вот у тебя случается на работе проблема, и ты вдалбливаешься в эту проблему, весь свой фокус внимания на ней, то она повлечет за собой и проблемы во всем остальном. Вот такая история. Знаешь, я, пользуясь случаем, расскажу тебе, как я определяю, находишься ты в активной фазе. Работаешь ты сейчас или не работаешь? Когда ты работаешь, ты или что-то переставляешь у себя в кабинете, или наводишь генеральный порядок. То есть ты начинаешь... И вот когда я открываю дверь и смотрю, что у тебя абсолютно пустой вот твой длинный стол, там просто стоит монитор, и лежит ручка, и блокнот, вот это вот такое, просто как 2 патрона. Я думаю: хорошо. А когда у тебя там тут орешки, стакан, у тебя есть свой тоже мусора, у тебя немного, но он есть. То, что появляется. Я думаю: можно зайти. Ну, я же успехи себе создаю. Убрать стол — это очень большой, очень быстрый успех. Знаешь, что последнее? У меня есть последнее, что я хотела бы сказать себе 20-летней. Очень короткий месседж. Все, что ты не успел в 20, ты можешь успеть в 30. Ну, разве что, если это не роль Джульетты. У меня все. Спасибо. Тебе спасибо, приходи еще. Всем пока.